Дамы и господа, всем привет и добро пожаловать на канал Ксения ТВ «Тель-Авив. Стиль жизни». С чего бы начать, с чего бы начать? Давайте начнем, наверное, с сумок. Далеко я положила. Сегодня пришла мне вот такая вот коробочка. Когда я осознала, скоро помощь едет, что вот это вот все, я подумала, да, сумка-то небольшая, но не до такой степени, чтобы поместиться в эту елки-палки коробочку. Мне до сих пор страшно, когда я на нее смотрю, на эту коробочку. Но все завершилось благополучно. Я эту сумку искала, наверное, год по Европам. Бесполезно. Я пока искала эту сумку, я купила вот эту в Милане. Потом я купила вот эту, где это было, во Флоренции. Вот эту тоже потрясающая, удобная, классная, яркая. Я очень ей довольна. Смотрите, какие детали. Название ее я не помню. Мне надо было какие-то небольшие сумки, которые можно просто кроссбади носить. И я выбрала именно эту модель, потому что я могу ее оставить не закрытой. Внутри она очень странно выглядит, там какие-то цветочки, но ладно. И один кармашек. Я ее могу оставить не закрытой, и оттуда ничего не выпадет, потому что есть модель еще на немножечко по-другому у нее, как бы, ну, знаете, она сходится таким треугольником вверх, и замок, и ее меньше можно оставить открытой, потому что все вывалится здесь, как бы. А я человек, который привык к открытым вот таким вот шоперам, и я не привыкла закрывать сумки, поэтому для меня было это важно, что даже в открытом виде туда тяжело попасть и что-то, ну, вытащить в плане вору, и что-то, что выпало, но при этом, когда ты сам засовываешь сюда руку, ты можешь, это не какой-то зубастый замок, как у дешевых сумок, который царапает руки. Здесь ничего не царапает тебе. И да, здесь кожа, здесь канва. Обожаю разную канву. Обожаю. Во-первых, это очень облегчает сумку. У меня есть кожаная, вот эта Lolo Yves Saint Laurent Medium, она тяжелая, она классная, но она, блин, тяжелая, потому что она полностью кожаная, внутри кожаная. И многие еще говорят, а почему там такой вот закрывается, как флэп такой, и почему там внутри материала не кожа? Потому что если там бы еще сделали кожу, небольшие вот эти части, она бы вообще весила тонну. Поэтому это очень облегчает сумку, когда есть вот такая вот канва вокруг. И я не думаю, что это хуже качество в плане износа. И я думаю, что это даже более практичнее, чем кожа. Ну, оно еще дешевле стоит, снижает, конечно, цену, но и самое главное, эти сумки, вот эти вот все, что Louis Vuitton, что вот эти, они намного меньше весят, чем их кожаные аналоги. Я сейчас поглядываю на The Tote Bag, The Tote Bag там написано, или просто Tote Bag от Marc Jacobs. Она кожаная, мне кажется, она очень тяжелая. Вот. На кожаную я смотрю, не на ту, которая из материала, на кожаную именно. Итак, сумка, которую я пыталась купить в Европе, но из-за того, что это американский бренд, в Европе тяжело его достать. Тут, там, в люксовых торговых центрах она есть, марка, но этой сумки никогда не было. При этом по всей Европе есть коуч-аутлеты, и в аутлетах, как Coach, и Майкл Корс, и там Кейт Спейд, и всякое такое, кто не знает, то там у них отдельные коллекции, которые созданы для аутлетов. И есть такой же вариант сумки для аутлета, у нее совершенно другое качество, у нее совершенно другая цена. Качество очень печальное и убогое. Здесь другое совершенно значок, ну тоже что там коучка, это там карета, знаете их это, но по-другому оно выглядит и совершенно, ну, другое качество, более дешевый материал, и у нее реально убогий вид, она стоит типа 100 евро или 130 евро, ну, короче, чуть меньше, чем полцены от этой, и не покупайте там именно эту модель. Может быть, там есть что-то другое, лучшего качества, но именно вот такого стиля модель. Она выглядит ужасно. Я во многих аутлетах была, потому что ну, все что-то искала и ничего так никогда там и не покупала, потому что это все не то. Короче говоря, вот эта
сумка от Coach. Великолепная и замечательная. Кому интересно, я оставлю вам ссылку внизу на нее. Я ее видела у нескольких знакомых людей, незнакомых, и я ее видела 100 раз, рассматривала в интернете, и мне очень нравится сочетание и черной кожи, и вот этой фирменной канвы. Мне она стоила, вы знаете, я ее заказала с американского сайта, и мне она стоила, включая налоги, что-то очень приятно для меня в Израиле, потому что, может быть, в Америке можно найти и дешевле, но не все посылают в Израиле, там одно, второе, третье, типа 360, под $370, включая пересылку на DHL Express и налог, что я считаю очень хорошо, великолепно. Посыльный приходил, я уже не помню, на чем я остановилась, показываю вам сумку, что я люблю очень сочетание того и другого, и кожи, и канвы. И давно я ее хотела, и пока я ее искала, я нашла другие сумки. Да. Ну, в общем, да. Мило, приятно, можно отстегнуть длинную ручку, ручка хорошая, кожа очень хорошая, и стоила она очень-очень приятно. Так, все правильно. Да, вот так. И здесь есть кармашек. Не знаю, кто-то пытается туда телефон положить или что-то. Я небольшой любитель раскладывания телефонов по карманам, сумок. И, конечно, она в разных совершенно существует цветах, разных, есть даже такая, как мягкая такая, как подушка, но я хотела именно такую, и поэтому ее тяжело было надеть, потому что я хотела классическую. Короче говоря, цена, которую я заплатила, она была очень даже для этой сумки и для того, как я эту цену увидела и возможность за ту или иную цену это купить, великолепная. Так, далее у меня здесь огромная коробка. Прикупила я себе шляпу. Сейчас бы еще открыть эту коробку. Это у нас Майкл Майчел. Размер я взяла small. Никогда не думала, что у меня маленькая голова. Вот такая вот шляпа. Я сейчас пытаюсь найти еще что-то такое же приемлемого качества, черное, но с черным как-то проблема. В общем, у этой марки есть черные шляпы, их нет в Израиле. Я не представляю, как можно заказать шляпу из-за границы, если они сумку засунули в такую коробку. Я не представляю, как доехала бы шляпа, когда она идет вот, видите, у нее коробка. Здесь вот у меня даже осталась ее, как это называется, этикетка, что у меня все слова повылетали. И я не представляю, как вот эта вот коробка могла бы, как бы они это отправили, я не знаю. Поэтому пока да, вот каким-то таким образом. Очень довольно красивая, элегантная и коричневая, потому что у меня много коричневых сумок. Вон там стоит одна, и как-то это все. Я в последнее время очень люблю сочетание черного и коричневого. Кто бы мог подумать. Далее, у меня тут был день рождения, тоже первый раз за все время, что я на ютубе, я нигде не сообщала про свой день рождения, потому что... Не потому что как-то я не люблю день рождения, не потому что какая-то дата. Не знаю, мне просто стало казаться, что по сравнению с мировыми событиями это настолько не важно, что кому-то сейчас прямо в лицо тыкать, а вот у меня день рождения, просто не знаю. Вот, и в Грасс я купила себе вот такое вот украшение. Это Бен Давид. Было только одно вот это вот на цепочке, только один вот этот медальон. Потом я увидела все это вместе и подумала, вы знаете, если уж, то я же могу это разобрать и разъединить и сделать из этого просто бусы, если мне будет это слишком, знаете, такое как бы агрессивное, оно мне покажется, слишком какое-то
крупная или что-то у меня будет проблема, я всегда смогу это разобрать и сделать кулон на цепочку, и это сделать как просто бусы, которые можно носить отдельно, и они будут выглядеть совершенно великолепно. Почему не пойти на вариант вот такой вот, но пока я его не разобрала и ношу как бы, да, целиком вместе все, ну не все вместе, что есть, а вместе в смысле украшение целиком. Вот. Здесь есть какой-то камень, я не очень знаю, что это за камень. Это я не сказала, это из Грасс. Я не знаю, что я не специалист в камнях. Я больше люблю вот такую вот красивую работу. Я не человек, который любит бриллианты или жемчуг какой-то, или вот это вот ювелирные украшения, такие классического направления. Я не понимаю вот эти браслеты Cartier, которые многие покупают, которые там завинчиваются отверткой. Понимаешь, это, наверное, престижно. Я не понимаю красоту, я не понимаю, за что там платить деньги, я понимаю, за что здесь. Я плачу деньги, потому что это все ручная работа, и это видно, что это работа. Вот это, как я часто слышу, must have теннис-браслет. Я не понимаю, в чем смысл, причем вкладывать огромные деньги в то, что ты смотришь со стороны, и это может быть и не настоящий. Можно надеть вот такой вот камень, никто не определит, что это фальшивка, и работы там практически ни у кого, кто носит такие вот. Нет, да, для себя, ты знаешь, это приятно, ты знаешь, как сумка тоже можно сказать. Зачем покупать настоящие? Можно купить фальшивую сумку Шанель и ходить, и как бы, да, мало кто поймет, или и настоящие многие примут за фальшивку и так далее. Это все-таки делается для себя. Для меня это не делает вот просто ничего. Я, когда вижу, видите, как у меня вот эта цепочка, когда я вижу много, здесь вам я еще принесла тоже, это с прошлого дня рождения, вот работы мастера, это то, что для меня делает вот удовольствие мне дает. Поэтому я люблю вот такие вот украшения. Потому что я люблю видеть работу ювелира. И, к сожалению, большая часть золота, которую мы видим, ну, вот как я вам сказала, как Cartier, я не понимаю, вот этот вот гнутый гвоздь. Я понимаю, это прикольно, классно, но я не понимаю, все, ну да, Cartier, но как бы это настолько... Я даже понимаю сумку Шанель, которая стоит там сейчас $7000, ее хотя бы как-то производят. Сделать гнутый гвоздь из золота, это вообще не берет никакого времени у ювелира, по-моему, вообще. И он стоит безумных денег. И я не понимаю, что это. Но я понимаю, почему люди это покупают. Потому что для себя приятно, что ты имеешь украшения Cartier, которые из того, что считается must have от Cartier и так далее. Вот. Но это не про меня, я люблю вот такое вот. И кто смотрит мой канал, тот знает, что у меня здесь ничего. Тот знает, что я такие вещи очень люблю, ценю и уважаю. И они, кстати, совершенно не дешевые, вот такая вот работа. Вот это кольцо, да, оно недорогое, но вот эта вот история, вот это они имеют уже, как бы, да, весомую, скажем так, цену. Я думаю, что это все, что я вам хотела на сегодня показать. Еще хотела показать. Я вот так и не разобралась, они то ли их поменяли, переформулировали, что-то изменили. Это Clarins Lip Comfort Oil. Вот такой, я такой полностью закончила. Я думаю, что у меня где-то в пустых баночках оно валяется. Я такой же купила с блесками. С блесками мне не пошло, но мне как-то вызвало как будто какое-то раздражение. Не знаю, что это было. Вот такой полностью закончила. Купила еще одно. И купила такое же мятное. Оно сейчас вот у меня на губах. Тоже очень хорошо. Ну, конечно, мне сказали, что вот оно за счет того, что оно мятное, оно там что-то делает губы больше. Ничего оно особо не делает. Мятный этот эффект быстро проходит, но оно для меня очень хороший, ухаживающий элемент, скажем так. Я перестала пользоваться помадами. У меня здесь все, что стоит, это всевозможные вот такие вот
блески и разные вещи, которые имеют увлажнение. Насколько у меня жирная кожа, настолько у меня сухие губы. Видимо, все выходит из кожи лица, и для губ ничего. Мама у меня наоборот, она может просто взять салфетку, вот эти помаду стереть перед едой. Я когда это действие вижу, у меня просто уже это кровь из глаз, потому что мне страшно. Мои губы просто бы от этого отвалились, так было всю жизнь. И мне надоело мучиться. Мне надоело мучиться с тем, что я после каждого ношения помады, даже если я на ночь наношу вазелин или что-то, все равно после носки помады у меня начинают шелушиться губы, мне это неприятно, и я перешла вот на эти продукты. Тем более сейчас короткая стрижка, ничего не липнет, и да. И, короче говоря, вот эти я купила в Европе. Они мне нравятся чуть меньше. В Европе они не работают там, где сухо вообще никак, потому что, наверное, много глицерина, а он в сухом климате, он вместо того, чтобы притягивать, он притягивает к себе влагу. А если влаги нет в воздухе, он ее вытягивает из вас и притягивает ее к себе в любом варианте. В Израиле, где влажно, возле моря я живу, у нас влажно, работают неплохо. То же самое, вроде как бы Lip Comfort Oil, я не знаю. Либо их несколько, либо это ушло, вот этот вот формат квадратный уходит, приходят вот эти. Я не знаю, наверное, все-таки, да, у нас еще вот это вот осталось старое, потому что... Но я купила, потому что я знаю, что они для меня хорошо работают, я их быстро заканчиваю, просто кидаю всегда в сумку и... Очень люблю эти продукты. И еще у меня, где он был, я купила там в сумке. Знаете, купила от Dior Lip Maximizer, их тоже в каком-то таком нюдовом, приятном, для меня нюдовом оттенке, розоватом. И вот он примерно так же, как этот. Он немножечко похолодил мне губы. Никакого там написано, что там увлажняет это. Приятный очень продукт, какой-то эффект Lip Maximizer я не заметила вообще. Мои губы никак не выглядели особенно, как будто я намазала самым обычным блеском для губ. Но стоил он как бы дорого. Но я не ждала, честно, эффекта, просто хотела в коллекцию к себе к этому что-то иметь. Вот этот продукт, это снятый от Estee Lauder, он как-то назывался что-то Lip, что-то там, что-то у него было. Pure Color Envy 420. Он как бы делал, и он реально это делает. Он не увеличивает ваши губы за счет там мяты или какого-то перца или чего-то. Он делает такой оптический обман, который реально делает ваши губы более как бы рельефными, более такими, да. И это реально работает. Но его сняли, выпустили целую кучу других. Они у меня были, я их все выбросила, потому что они растекаются за границей губ. Они противно как-то для меня пахнут. И они не делают того эффекта, который должен быть для меня. Поэтому вот этот у меня где-то еще лежит здесь. Запасной, да. Вот он. Я совершенно случайно у нас в магазине. Вот написано. Sculpting Gloss. Скульптурирующий, короче, он. И я вот случайно его где-то у нас в Бифарме или в каком-то там фарме достала 2. Вот этот уже до половины у меня закончился. Еще есть 1, и все, больше их нет. К сожалению, такова жизнь. Что поделать, дамы и господа, то, что есть. Наслаждаемся теми продуктами, которые есть. Ссылки есть внизу под видео. Я вам ставлю также на сумку, на шляпу, если кому-то надо, на другую сумку, на вот эту большую тоже. Я ее просто обожаю. По большей части, кроме внешнего вида и всего, за то, что они легкие и классные. Я часто слышу от, знаете, блогеры, которые про люксовые вещи: не покупайте там такие-то сумки, они не выглядят стильно, классно, классически или там что-то. Вы знаете, я люблю шоппер, у меня есть вот этот, и у меня есть еще 2 от Louis Vuitton, Neverfull большая, GM и MM. И вот про них всегда... Я на днях вот задумалась, думаю, я эти сумки покупала не из-за того, что они выглядят, да, вот эту одела, она имеет определенный стиль там или что-то, что они выглядят как-то классически, классно, как Лулу от Yves Saint Laurent. Она, знаете, такой флэп, просто квадратная черная сумка на цепочке. Это, да, классический, там все, оно выглядит. Эти сумки существуют для того, чтобы с ними было легко, удобно
много входило, и при этом, чтобы это была не просто тряпочная какая-то авоська, чтобы она имела все-таки более-менее престижный вид. И я не думаю, что кто-то покупает эти шоперы для того, чтобы покрасоваться с... Я даже не могу их отнести к дизайнерским сумкам, потому что это как бы такие сумки для удобства, при этом выглядящие более-менее не просто мешок, куда ты все скинул, чем-то вот таким промежуточным, понимаете? И не надо на них натягивать значение стилистическое какое-то, вау, давайте я буду с ней ходить на вечеринки. Это совсем другая история, поэтому, да, мне надо было какие-то сумки поменьше, чтобы их как-то можно было использовать. Гуччи свалилась на ногу, прям чуть не отшибла мне ногу, хорошо легкая, там внутри ничего нету. Чтобы их можно было использовать уже для других целей. Вот, теперь я посматриваю на вот тот Марк Джейкобс, но она тоже, у меня с ней дилемма. С одной стороны, она все-таки не сумка для стиля, она сумка для удобства, а с другой стороны, она, если кожаная, мне не нравятся они тряпочные, если она кожаная, она будет иметь вес. Проблема. Я знаю, что у Ив Сен-Лоран есть черные тоже вот эти вот кожаные неплохие, но они эти тоже шоперы. Как-то они мне не нравятся, они какие-то совсем уже никакие. Короче, вот мне нравится это Марк Джейкобс. Тоже оставлю вам ссылку внизу. Но мне кажется, она будет весить. Я что-то не могу найти пока нигде, сколько она весит. Но я не хочу сумку, которая будет выполнять функцию шопера, и при этом она будет иметь дополнительный вес. У меня как бы это какой-то бульон из-под яиц, после того, как я попробовала этот Лонгшамп. Кстати, у меня еще есть сумки, тоже эти известные. Когда ты пробуешь вот это вот, и ты понимаешь, что у тебя на килограмм буквально уменьшается вес того, что ты таскаешь, и иногда надо таскать... Я их использую, вот эти вот шоперы, именно для того, что мне надо... Я иду на работу или куда-то, и мне надо положить бутылку с водой, какую-то книжку. И это, я что еще зайду по дороге куплю, я не хочу тащить еще 35 пакетов в зубах. Вот, и при этом не хочется, чтобы сама сумка требовала колесиков для передвижения. Все, теперь точно все уже высказала. У меня еще есть дофига и больше разных прикольных покупок, которые я вам хочу показать. Надеюсь, я все-таки это уже сделаю. И все. Спасибо всем. Пока-пока. Увидимся в следующем видео или в моем инстаграме. Все. До новых встреч, дамы и господа. Берегите себя и увидимся.